Всем привет, это Амиран, аналитик команды Hellraisers, и попробую вам рассказать что-то интересное про отборочные на мажор. И вот, ребята уже в Атланте, летели туда 13-14 часов, очень тяжелый перелет в Париж, там пересадка 3 или 4 часа и 10 часов еще в Атланту. В общем, я с ними пообщался, они повыкладывали кучу фоток, все очень круто. E-лига, конечно, это следующий next level турниров. Очень классно их приняли, супер крутая студия, медийка, будут представление команд очень красивое, поэтому я думаю, сам турнир пройдет очень красиво и уверенно. Что именно по турниру хотелось бы сказать? На прошлой квалификации мы ехали одни из фаворитов и, в принципе, не оправдали ни своих надежд, ни надежд наших болельщиков. В этот раз мы постараемся исправить, но как раз в этот раз все намного-намного сложнее, потому что с 16 команд, по-моему, кажется, все входят в топ-20. И с топ-10 буквально 2-3 команды уже на мажоре. Остальные будут проходить квалификацию в Атланте. Будут очень тяжелые отборочные. Но я верю в своих ребят. Я уверен, что у них все получится. Потому что я видел этот огонь в глазах, как они горели, как они готовились к этому турниру. Они хотят попасть и прервать все-таки эту серию неудач. Не знаю, с чем это связано. Но я надеюсь, что все будет отлично. Что по соперникам? Так как у нас худший посев, мы знали, что мы изначально будем играть с одной из 4 команд. Это NiP, FaZe, mousesports и Dignitas. NiP, понятно, это топ-3 сейчас мира, они в отличной форме, с ними мне очень хотелось бы играть. Так же, как и Dignitas, ребята набрали за последние 3-4 месяца как раз победа на эпицентре и хорошие вообще результаты, и участие на многих лан-финалах. Говорят, что они одни из фаворитов отборочных. Дальше команда FaZe. Тоже с ней не очень хотелось бы встречаться в первом туре, потому что буквально за 2-3 недели, даже месяц, наверное, они посетили 2 или 3 лан-финала, все в Америке, и они продолжают в Америке готовиться сейчас к отборочным, и даже если команда не в форме, то их результаты показывают, что они готовы. И последняя команда mousesports. Честно, может неправильно, но я хотел, чтобы мы с ними попались, потому что видно, что ребята сейчас чуть-чуть не в форме. Последние ланы их показывают. В общем, я думаю, что обе команды обрадовались своему сопернику. Также хотел бы заметить про небольшую принципиальность этого матча. Конечно, многие скажут, что это не так, но для вас я отмечу, что Сережа, бывший тренер Ашер, теперь тренер Маузов. А у нас все по-прежнему, как бы. Поэтому я думаю, что небольшая принципиалочка тут будет, и мы увидим классный матч. По поводу карт, к сожалению, я не могу много чего говорить, но я думаю, обе команды уже понимают, кто что будет играть. Единственное, система швейцарская, которая будет на отборочных и также на финале на мажоре, она добавляет чуть-чуть рандомчика, потому что последние карты как раз после пиков банов, они определяются рандомом. И по факту у команды с более высоким посевом, у них небольшое преимущество есть именно на отборочных, потому что будет БО1, и последние 2 карты решаются рандомом. То есть, в общем, повезло тебе или не повезло. Играешь ты свою самую сильную карту или не супер хорошую. Точнее, среднюю. Поэтому система классная. Мы играли по ней уже в Катовице. К сожалению, у нас это не получилось. Но надеюсь, в этот раз все изменится и мы пройдем на мажор.